Случалось ли тебе когда-нибудь смотреть на свою собственную жизнь со стороны и испытывать пугающие чувства? Это все, что происходит, это не с тобой. Вот ты смотришь на свою работу, на свой брак, на свою квартиру, на свой статус. Логика кричит: у тебя все нормально. Ты добился стабильности. Но внутри, где-то там, под ребрами у тебя зияет какая-то леденящая пустота. Тебе кажется, что ты просто носишь какой-то чужой костюм. Кажется, что ты пробрался на чужую вечеринку. Ты просыпаешься с тяжестью, а засыпаешь какой-то тревогой. Или чувствуешь себя, знаешь, там, актером массовок в фильме, где ты должен бы играть там какую-то главную роль. Знаешь, это не депрессия. И это не банальная усталость. Это синдром чужой жизни. Вот прямо сейчас миллионы людей на этой планете проживают не свои судьбы. А они просто отыгрывают чужие ожидания. Наивно, знаешь, считая, что их своими собственными целями. Давай сегодня вскроем анатомию этой вот кражи. Знаешь, никто не забирает твою жизнь насильно, ты отдаешь ее сам. Я, как всегда, попробую показать тебе 5 невидимых капканов, в которых твоя истинная личность была подменена на социальный суррогат. И дам радикальные ключи, чтобы сорвать себе этот фальшивый фасад, вернуть управление своей жизнью, своим маршрутом. И, как всегда, в конце я назову тебе один точный момент. Это секунда, в которую твоя жизнь была просто легально, знаешь, украдена. Если ты поймешь, когда именно это произошло, ты сможешь забрать ее обратно. Давай разберем алгоритм того, как мы вот просто теряем себя. На какие наживки клюет наше эго. Вот с самого детства тебе выдают инструкции, каким ты должен быть, чтобы тебя любили. Тебе объясняют, что такое успех и что такое престиж. И ты начинаешь платить по этому кредиту. Ты покупаешь чужое одобрение за валюту своей собственной мечты. Ты получаешь диплом, который тебе вообще не нужен, чтобы порадовать свою семью. Ты влезаешь в долги, чтобы казаться состоятельным. Твоя индивидуальность просто атрофируется, потому что ты превратил свою жизнь в круглосуточный сервис по обслуживанию чужих ожиданий. Вот мы путаем безопасность с жизнью. Когда человек находит тихую гавань, его личная эволюция, она просто останавливается. Твои будни скучные, но предсказуемые. Отношения у тебя холодные, но они стабильные. Вот запомни, удобная клетка не перестает быть клеткой, даже если ее прутья отлиты там из чистого золота. Ты перестал рисковать, перестал чувствовать боль роста. И вместе с этим ты перестал чувствовать саму жизнь. Вот синдром чужой роли возникает тогда, когда твоя душа медленно задыхается в идеальных тепличных условиях. Ты постоянно говоришь себе: вот заработаю первый капитал, и тогда начну жить. Вот закрою я свои кредиты, и тогда я вспомню о себе. Вот доработаю я до отпуска, а там будет все иначе, все по-другому. И знаешь что? Это величайший самообман. Ты ставишь реальность свою на паузу, думая, что где-то впереди там какая-то есть волшебная комната, где ты наконец-то станешь настоящим. Но будущего не существует. Есть только бесконечно сгорающее настоящее. Пока ты ждешь разрешения на свой старт, твой потенциал растворяется в этом зале ожидания. Вот в эпоху цифровых витрин, можно так назвать, ты каждый день заглядываешь в окна чужих жизней. Твой разум непрерывно сравнивает твой черновик с чужими отфотошопленными финалами, с чужими жизнями. Ты начинаешь желать себе вещей, которые тебе абсолютно не нужны. Ты ввязываешься в чужие гонки просто потому, что они красиво блестят. Тот, кто измеряет свой путь через чужой линейкой, всегда будет чувствовать себя каким-то карликом. Твой фокус, знаешь, он просто расщепляется, и ты забываешь координаты своей собственной цели. Вот современная культура требует от тебя, знаешь, какого-то железно-бетонного позитива. Ты должен всегда улыбаться или транслировать уверенность. Если ты работаешь на ненавистной должности, тебе скажут: будь благодарен, что у тебя вообще есть доход. Знаешь, это прямой запрет на честность. Ты начинаешь виртуозно врать самому себе. Ты прячешь свое разочарование в этом так глубоко, что оно мутирует у тебя в глухую апатию. Твоя жизнь кажется чужой, потому что ты законодательно запретил себе называть вещи своими именами. Остановись на секунду и вдумайся в то, что я сейчас скажу.
Вот это самая жесткая правда об успехе, которую от тебя скрывают. Самая страшная трагедия в жизни – это не проиграть. Самая страшная трагедия – это стать абсолютным победителем в игре, которую ты ненавидишь. Представь, вот забраться на самую вершину карьерной там, или финансовой лестницы и с каким-то ужасом обнаружить, что она представлена не к твоей стене, а к чужой. Потратить десятилетия на строительство роскошного там дома, в котором тебе просто физически тошно находиться. Архитектура бытия, она, честно сказать, безжалостна. Природа не прощает предательства своей сути. Когда ты игнорируешь свои подлинные желания ради социального фасада, твоя нервная система начинает тебе мстить. Она просто отключает свои рецепторы радости. У тебя вот могут быть огромные счета, статусы там или власть, но вкус еды исчезает, а победы, знаешь, кажутся какими-то картонными. Ощущение «я не на своем месте» – это не дефект, это спасательная сирена. Это твоя настоящая, заживо просто пропащая личность. Она просто стучит кувалдой из твоего подсознания, умоляя тебя проснуться. Ты – это не функция. Ты – это не должность, не набор социальных ролей. Ты автор. И если тебе не нравится тот сценарий, который тебе выдали на руки, у тебя есть абсолютное суеверное право разорвать этот контракт прямо сейчас. Вот как сойти с этого чужого поезда, как перехватить этот руль управления. Вот тебе 5 ключей для возвращения к заводским настройкам своей личности. Первое. Запомни фундаментальный закон свободы. Научись разочаровывать других людей, пока ты окончательно не разочаровал самого себя. Сбрось маску, знаешь, удобного коллеги, идеального там родственника или безотказного партнера. Как только ты начнешь выбирать свои интересы, окружающие, да, они испытают шок. Тебя могут обвинить в эгоизме. Позволь им это. Твоя судьба не обязана быть для них комфортной. Твой отказ соответствовать чужим, знаешь, лекалам отсекает фальшивые связи, но спасает твою суть. Вот зависть. Зависть – это не порок, как принято считать. Это твой самый точный внутренний компас. Проанализируй, вот кого ты тайно, вот до скрипа в зубах ненавидишь за их успех. Вот тебя бесят люди, бросившие корпорации ради свободного творчества. Или те, кто рискнул всем ради своего дела. Именно там скрыта твоя истинная надежда, истинная жажда. То, что вызывает в тебе самую черную зависть, это и есть твое подавленное предназначение. Вот конвертируй этот гнев и топливо для своего рывка. Вот третье. Не пытайся сломать устоявшийся порядок в один день. Система нанесет тебе просто ответный удар. Начни с микровзлома рутины. Вот внедри в свой график то, что абсолютно нелогично с точки зрения твоего текущего статуса. Вот там запишись на какой-то там жесткий спарринг, в какой-нибудь спортивный клуб. Если ты там сидишь постоянно в офисе, начни изучать искусство там, если ты какой-то технический технарь. Смени стиль, смени маршрут. Масштабный демонтаж жизни начинается с маленького какого-то действия. Потому что это будет твою заснувшую волю. Четвертое. Вот возьми свой список планов на год вперед. Пропусти его через один безжалостный фильтр. Спроси себя, если бы об этом достижении до конца времен не узнал ни один человек в мире, стал бы я тратить на это свои силы? Стал бы ты покупать этот статус, если бы его никто не оценил? Стал бы получать это звание, если бы о нем некому было бы рассказать? Если ответ нет, вычеркивай цель эту немедленно, потому что это социальный мусор. Пятое. Перестань поклоняться своим прошлым инвестициям в этот фальшивый успех. Запиши это как аксиому. Никогда не поздно развернуться и уйти. Сколько бы ты километров не прошел в этом неверном направлении. Даже если тебе там 40, 50 или даже 60 лет. Даже если в эту чужую роль вложены миллионы. Оставь это. Капитализация твоего ушедшего прошлого не стоит ни одной минуты твоего свободного будущего. И вот в самом начале я обещал назвать тебе точный момент, когда твоя жизнь была украдена. Это не было, знаешь, грандиозным каким-то предательством. Это не было там взлома с оркестром. Это произошло в самую обычную тихую секунду. Твоя судьба была украдена ровно в тот момент, когда ты впервые добровольно заменил фразу «я хочу» на фразу «так надо». В
В ту секунду, когда ты променял свой внутренний огонь на правильность, ты подписал акт о капитуляции. Вот верни себе право хотеть, верни себе свою жажду. Но если мы понимаем, что годами отыгрывали эти сценарии общества, возникает самый пугающий, финальный вопрос. А есть ли вообще у каждого из нас свой собственный прописанный маршрут? Или вся наша реальность – это просто набор случайных столкновений, из которых мы сами вслепую лепим какой-то смысл? Давай дальше разберем вот эту фундаментальную конструкцию бытия. Есть ли у жизни авторский сценарий или же все хаос? Давай поймем, как научиться читать невидимые дорожные знаки, которые пространство расставляет персонально для нас. А теперь, как всегда по традиции, напиши в комментариях, в какой именно сфере прямо сейчас ты чувствуешь, что играешь чужую роль. Что это? Работа, окружение, там, образ жизни. Выведи это на свет, признайся в этом прямо здесь. Это станет твоим первым шагом к выходу из этой симуляции. Подписывайся на канал, оставайтесь со мной. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь улыбнись. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду тебя в следующем видео. До встречи.